Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать об особенностях жизни в Калининградской области. Я прожила здесь 2 месяца и хочу поделиться своими наблюдениями. Прошлое видео было о минусах, а сегодня больше о хорошем. Расскажу, что вас ждет, если вы соберетесь переезжать в Калининградскую область на ПМЖ. Первое, что я заметила, здесь принципиально отличается качество жизни. Уровень ближе к европейскому. Например, я родилась в маленьком городе в Архангельской области, население там было около 10 тысяч человек, а сейчас я нахожусь в Светлогорске, здесь население 15 тысяч человек, и это просто небо и земля. Если их сравнивать, мой город достаточно серый, скромный, не сказать, что он обустроенный, а Светлогорск, он просто роскошный по сравнению с этим. Он действительно европейский, красивый, ухоженный. Понятно, что все это сделано для туристов, но все равно за городом очень следят. Причем хорошо даже в нетуристических местах. И в Светлогорске, и в Зеленоградске, и в Калининграде видно, что делают даже те места, которыми пользуются только местные жители. Например, благоустроенные дворы, очень чистые площадки, где собирают мусор, ну и вообще такие уголки, куда туристы редко забредают. Еще здесь хорошая экология. Например, воздух в Светлогорске насыщен йодом и эфирными маслами. Здесь очень хорошо жить вообще в любом возрасте. И очень хорошо обустроены социальные зоны. Повсюду стоят лавочки, сделаны беговые дорожки, есть уличные тренажеры. То есть о людях действительно заботятся, и это так чувствуется, это заметно, просто вот как только приезжаешь, сразу это видишь. Второй пункт – это недвижимость. Как только переезд в Калининградскую область на ПМЖ стал популярен, здесь стали все активно застраивать. И теперь очень хороший выбор жилья. Можно поселиться в новостройках, можно взять вторичку. Но минус – это то, что с ростом спроса на недвижимость подросли и цены. Например, квадратный метр в Светлогорске стоит 95 тысяч рублей. Но мне кажется, что это оправдано, потому что дома здесь действительно очень хорошие. Вот сейчас я живу в новом доме, и здесь просто замечательная... Да блин, как это назвать-то? Шумоизоляция. Вот. Сейчас я снимаю квартиру в новом доме, и шумоизоляция здесь просто потрясающая. Я могу сравнить с питерскими панельками новостройки, где слышно, как сосед чихает. А здесь я даже толком не знаю, есть ли у меня соседи. Настолько здесь классная шумоизоляция. Еще здесь очень хорошие подъезды, стоят цветы, все чисто, все красиво, и дворы очень благоустроенные, классные. В них даже просто хорошо вот выйти на улицу, посидеть, отдохнуть. Замечательно. Поразительно. Следующее преимущество: в Калининградской области очень много достопримечательностей. За 2 месяца я побывала в 5 городах, и я считаю, что я осмотрела далеко не все, что мне бы было здесь никогда не скучно. Здесь можно просто постоянно ездить и что-то новое для себя открывать. Так как города туристические, постоянно стараются что-то новое сделать, открыть, придумать. Все это развивается, и поэтому осмотреть все просто нереально. Хороший пример – это музей Мирового океана, например, в Калининграде. Сейчас у них классный проект, они строят какой-то гигантский земной шар, это новый павильон, его еще не достроили, но я видела его снаружи, это просто восторг, смотришь на него и не хочется отрываться, и вот так вот тут во многом, много чего появляется, много что развивается, это супер. Еще мне очень понравилось, что в Калининграде качественные продукты, мясо, молочные продукты, рыба, все это очень-очень хорошее. Есть минус: область изолирована, поэтому привычные бренды каких-то определенных продуктов вы можете здесь не найти. Здесь поддерживают местных производителей, но это совсем неплохо. Продукты по классным ценам, они очень вкусные и качественные. Когда я была на экскурсии, экскурсовод рассказала, почему здесь не делают плохо. Дело в том, что область очень маленькая, и здесь работает сарафанное радио. Если кто-то начнет делать что-то плохое, то об этом сразу узнают все, и производитель просто разорится, его продукцию не будут покупать. Поэтому им выгодно делать хорошо. Как я уже сказала, цены здесь классные. Для примера, 300-граммовый стаканчик сметаны стоит примерно 40 рублей, литр молока 40-50 рублей, ряженка кефир 0,5 стоит где-то 35-40 рублей, десяток яиц
гид стоит около 40 рублей. И все это качественное, с коротким сроком годности и просто безумно вкусное. Даже если вы приедете сюда просто отдыхать, обязательно попробуйте. Это прям вообще восторг. Следующий пункт – это хорошее транспортное сообщение и дороги. Если у вас свой автомобиль, вам понравится, что здесь действительно хорошие дороги. Местные жители говорят, что их отремонтировали к чемпионату мира и ремонтируют до сих пор. А если у вас нет своей машины, то вы можете перемещаться между городами области на автобусах или электричках. Они ходят быстро и часто. Все города связаны между собой, и это очень удобно. Если вы живете в Калининграде, вы, например, можете легко съездить на выходных на море в Светлогорск или в Зеленоградск. Дорога займет всего около часа. Следующая особенность – это климат. Летом здесь тепло и даже можно купаться. При этом вам будет не так жарко, как, например, если бы вы жили в Турции. Зимой здесь идут кратковременные дожди, они не затяжные, но все-таки бывают. Из минусов это ветер, он дует достаточно сильно, ветра на Балтике вообще суровые. Это нужно учитывать, когда вы переезжаете в Калининградскую область на ПМЖ. Зимы здесь без снега, но ветреные. Комфортными они будут не всегда. Зато на курортах Калининградской области около 200 солнечных дней в году. Это очень радостно. Для меня один из важных пунктов – это путешествия. В нормальные времена из Калининграда было очень легко уехать в Польшу, Литву, Германию, Беларусь на автобусе. Мы сами ездили в прошлом году отсюда в Беларусь на автобусе. Это заняло 12 часов и стоило примерно 1100 рублей за одного человека. Еще очень удобно, что здесь есть аэропорт, и он равно удален от популярных курортов Светлогорска и Зеленоградска и Калининграда. Очень удобно добираться. Из минусов это то, что если вы летите куда-то далеко, то, скорее всего, вам придется пересаживаться в Москве. А это значит, что цены на билеты обычно будут выше, чем в других городах России. Но это работает не всегда. Например, сейчас мы взяли тур в Турцию на все включено, летим из Калининграда без пересадки. Лететь всего 3 часа. Об этом я сейчас подробно рассказывать не буду, но мы взяли по очень хорошей цене. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, следующее видео будет именно об этом. Так, что еще сказать? Сейчас, подожди, соберусь. Подведу итог. Для меня в Калининградской области гораздо больше плюсов, чем минусов. И если бы мне нужно было выбирать, где остановиться на ПМЖ в России, то я бы, пожалуй, задумалась именно над этой областью. И если бы я выбирала, в каком из городов Калининградской области остановиться, я бы выбрала либо Светлогорск, либо Зеленоградск. Скорее, пожалуй, Светлогорск. Он мне понравился больше. Об этом я снимала тоже видео. Посмотрите. Я думаю, вы точно захотите здесь побывать. Пишите в комментариях, что думаете об этом вы, понравилась ли вам Калининградская область, как вы считаете, стоит ли переезжать сюда на ПМЖ. На этом все. Пока!